Не снимай, не выкладывай. 12 сентября, девчонки и мальчишки. У меня нарисовался еще один ученик. Мы, наверное, сейчас... Это я вот приготовила для моей ученицы. В воскресенье мы будем заниматься. Кстати, снял обучалку вот по этим. Подписчик попросил, боюсь неправильно звать, Игорь Федоренко, по-моему, снять про то, как я играю в хэт, вот эти мелкие длительности. Вот я снял целую обучалку. К сожалению, второй пэт у меня дома. Сейчас я пэт поставлю, один-единственный, который здесь есть, на стойку. Стул поставлю, посажу его тут. И мы будем начинать, со снов. То есть, как держать палки. Научимся правильно бить, изучим типы ударов, потом нотки и дальше больше. Занимались с учеником. Я погнал на обед в сад. 15 сентября, девчонки и мальчишки. Забрал фары и решетку. Фу, задолбался распаковывать. Вот фары. Короче, эти ободочки надо будет тоже покрасить. И решетку. Краска прям в обрез. Вот, может, вот так вот осталось. Не знаю, как растянуть. Или съездить уже купить. Все, кончилось. Еще вот это красить надо. Эту фару, короче, получается 2500 наждачка. Заточил, покрыл лаком. Сейчас эту буду разбирать, тоже снимать вот эту ресничку. Ее тоже надо будет красить черным. Эту на 2 слоя покрыл, эту на 1 слой. А вот родная фара. Тоже полировать смысла нет, короче. Потому что это стекло все потрескано. Это, кстати, фары тоже не новые. На них есть тоже признаки старения. Но они хотя бы прозрачные. Реснички покрашены. И здесь тоже решетка тоже покрашена. Сейчас буду собирать. В общем, фары стоят, как все, домой. Но крепления одного, видишь, не хватает. Ну, в принципе, оно очень жестко тут держится, короче. У нее тут есть крепеж, она туда просто вставляется. Вот я думаю, надо мне тут крепить еще или не надо. Жопой. Опа. Красопет. Красопет. Ну, красопет. Бампер поменять, крылья поменять. Вообще будет красопет. Какова красота. Габаритки не подцепил. Проводов не хватило. Надо удлинять. Поворотки работают, а габариты, лампочки не подключены. Теперь, короче, капот все портит. Здесь не хватает упора капота, но они едут ко мне, они в октябре только приедут. То есть, а пока капот, видишь, опускается как. По-моему, неплохо, вполне. Да, фары бэушные, но они хотя бы прозрачные. Пока с фарами ковырялся в саду, проблемкало, что приехало еще 2 посылки. Поехал опять в ту же транспортную, а она уже закрыта на клюшку. Сегодня суббота, и они работают до 2. Теперь только в понедельник, блин. А вот тут зеркало стоит. Я сейчас включу фары, посмотрим, как это выглядит. Видишь? Мне было мало лампочек горячих на панели, еще и чек загорелся. Машина едет нормально. Не знаю, что бы это значило. Придется еще к электрикам заезжать. Так, мы приехали из сада. Значится, решили специально по темну прокатиться с собакой. С новыми фарами. Просто кайфануть. С ошибкой. Сегодня суббота. Завтра воскресенье. Все мастерские закрыты. Я помню, у меня на старом кубе загорался чек. Это был датчик коленвала. Но она не заводилась, машина. Не заводила, значит. То есть я долго очень не мог ее завести. Потом кое-как завел, короче. И потом поменял датчик коленвала. И у меня все. Ошибку меня сбросили. Все стало нормально. Так что в понедельник поедем к электрикам. Что самое хреновое, у меня есть вот эта штука. Вот это вот. Сейчас покажу. Вот это. Я даже скачал программку.
автосканер. Вот, я ее, значит, вставляю. И что получается? Она не соединяется с блоком управления двигателем. Почему-то не получается у нее соединиться. Я надеюсь, у слесарей, у этих, у электриков получится. В общем, светит хорошо, но надо чуть приподнять. Видишь, где линия света? Пока не горит. 14 сентября, девчонки, мальчишки. В общем, произвел сброс ошибки. Включаешь зажигание. Через 3 секунды 5 раз нажимаешь до конца педаль газа. Отпускаешь на 5-й раз. Через 7 секунд нажимаешь педаль в упор. Лампочка чек должна начать моргать. Как только начинает моргать, отпускаешь педаль, нажимаешь на 20 секунд. Через 20 секунд отжимаешь педаль и выключаешь зажигание. Как видишь, у меня все получилось. Но если какой-то непорядок, где-то что-то косяк, мне кажется, она снова загорится. 15 сентября, девчонки, мальчишки. Мы снова здесь. Сегодня понедельник. Сейчас заберем остатки. Ну что, приехала вот эта палка. В общем, смотри, что тут произошло. Здесь все ок. А здесь, смотри, как вот эту штуку замяла. То есть, смотри, как под каким она углом. Видишь? А здесь она прямая. То есть придется мне вот эту штуку сюда пришпандорить. Прикручиваем. Крутим потихоньку. Такая работа у автослесарей. Крутить гайки. Все отлично встала, вообще без проблем. Я-то думал, придется разводить лонжероны, как на моем старом кубе, на первом кубе. Когда я столб поймал, вот сюда, эти лонжероны где-то на сантиметр-полтора свело. Короче, с папсиком вдвоем пощупали, решили, что надо ослабить. Так, ну что? Крыло постепенно, короче, кончается. Папкин ботинок сдвинул. Так, колесо я прикрутил. Все грязнючее. Тут немножко ослабил, короче, крепление бампера. Слишком укрутил, аж бампер не вставляется. Так, что еще? Просверлили мы вот тут вот. Тут еще есть крепления у фары, которых у меня нет. И вот эту штуку я хотел покрасить черным. Это бампер. А от него такой фартук идет. Чтобы не торчал вот он так вот через решетку. Но краска, блин, у меня на базе. Так, что тут у меня? Целый пакет запчастей, прокладка поддона, подушка двигателя. Там до хрена чего. Масло, короче, фильтра. Сегодня 15, да, я сказал. Послезавтра получу пенсию. Я ж пенсионер. И буду договариваться. И получается, буду договариваться. Я уже нашел, кто мне будет заниматься моей машиной. В общем, потихонечку будем делать. Сначала сделаем ходовку. Затем поменяем оба сальника вместе со шкивом. Посмотрим состояние шкива. Надо ли. Если сальник потек. Кстати, я сегодня там лазил. Я не видел, чтобы он тек. Поэтому, может быть, не будем пока менять. 16 сентября, девчонки и мальчишки. Чек у меня опять загорелся. В общем, загорается, я его сбрасываю, загорается, сбрасываю, через какое-то время опять загорается. В общем, не буду сбрасывать пока. Послезавтра у меня, нифига себе. Ой, видел, какие ветры? В общем, послезавтра у меня пенсия. Будет денежка, заеду на диагностику, узнаем, что за ошибка. Вот. А сегодня я забрал все запчасти, ну почти все. Из них прокладка поддона. Купил я масло, значит, фильтр воздушный, фильтр топливный. Салонного не было почему-то. Ну, потом поменяем. Короче, едем в сад, будем снимать поддон и менять масло. Менять прокладку. В общем, еду в сад, будем снимать поддон, поменяем прокладку, масло, фильтра. Пока более-менее тепло, будем, значит, приводить в чувство кубинского друга.
Она там не тут слизана. Сзади пробка. Да, да. Она не слизанная там. А? Не слизанная. Открутится нормально. Папсик у меня залетел. Крутится. Свободно. Да если что, я думаю, достанем мы ее Кого? из бодейки. Пробку-то. Ну, достанем. Опа! Раз, два, три, 4, 5, 6. Странно, тут такой промежуток большой. 7, 8. Сколько там болтики? На 10 и 2 под звездочку зачем-то. Остальные вот все на 10. Причем не прикручены вообще, прикинь. А это что, звездочки было? Да. Ой. Приклеен на герметик. Да, наверное, прошел час, пока я вот этим ножиком проколупал его просто по кругу. Ага. Фильтрик этот, щуп торчит. Ну все, чистим, короче. У меня есть где-то бриточка такая. Сейчас я зачищу. Прикину прокладочку. Это все говно сейчас отмою, очищу. Не снимай, не выкладывай. Ты будешь смеяться, короче. Но эта прокладка сюда не подходит. Ну-ка, может быть, они мне от коробки сунули прокладку. Козлы. Нет, не от коробки. Я не знаю, откуда они мне ее сунули. Короче, у меня просто зла не хватает. Заказываешь прокладку поддона двигателя, приходит что-то. Я и так уже, и так. И сяк. Но это не оно. Это не оно. Кошмар. Что делать? У меня нет прокладки и герметика тоже нет. На герметик садить это, конечно, полный отстой. Надо еще очищать. Просто жесть. Если я сегодня как-нибудь поеду отсюда вообще, то первым делом поеду в этот магазин. И просто засру всю голову. Фильтр-то как новый. Что это? Вылазит что-то. Фильтр поменял. Короче, засада состоит в том, что прокладку мне дали не ту. Герметика у меня нет. Я был противник, в смысле, садить поддон на прокладку, на герметик. Но у меня нет вариантов сейчас. Других вообще нет. Прокладку я не найду. Батя не может выехать. Он сел с соседом и уехали в магазин. И прикол в том, что пенсия завтра, а мы уже живем, наверное, дня 3. После того, как забрали все мои запчасти из транспортной, живем на копейки. У меня денег вообще нет. У родителей там 235 рублей насобирали сейчас на герметик. Если не хватит, вот займет у соседа, короче, прикинь. Вот так и живем. Сейчас вот жду батю с герметиком. Вот такая житуха, короче. И все время остаешься крайним, потому что прокладку положили не ту. Ты тут занял полдвора, выехать не можешь. И бате пришлось ехать. Меня, конечно, никто не обвиняет ни в чем, но мне самому дико неудобно. Просто очень неудобно. Надыбал еще 2 болтика вместо вот этих вот колхозных болтов. Ой-я! Это что, здесь стояло, что ли, такое? Ёк-макарёк. Ёк-макарёк. Серьезно? Ёб твою мать. То есть я сейчас его не прикручу, получается, да?
Там нет резьбы, поэтому они не были прикручены. На соплях все висело. Слушай, ну это просто дикая жесть. Я-то приготовил болтички. Это просто жесть. Это просто жесть. Вот такое было завернуто в поддон. Ой, господи. Как мне это сейчас все прикрутить? Короче, когда я начал снимать поддон, я понял. Точнее, когда я его начал ставить. Я что-то снял его так не глядя, болтики сложил вот сюда вот. А когда ставить начал, понял, что половина болтов это не болты, а саморезы. И почему половина болтов была притянута, а половина просто так вот наживулина слегка. И почему такие поддон висел на герметике? Потому что там из 8 болтов у 3 есть резьба. Короче, не знаю, какой-то ужас. Намазал герметик, короче, на движок, на поддон. Подержал немножко. Прикрутил. Надеюсь, прилипнет. Понятно, да, почему тебе весь движок обоссанный в масле? Вся броня была в масле. С поддона просто ручьем текло. То есть болты на 6. Можно, конечно, сделать болты на 8. Вот. Я думаю, если сейчас прилипнет, то навеки вечный аминь, как говорится. А если будет подтекать, то следующим летом будем перенарезать резьбу. Следующая резьба это, скорее всего, на 8. Потому что на 7 я что-то таких болтов не видел. Под ключ на 10. 8, скорее всего, под ключ на 13. Придется сверлить поддон, чтобы болты входили в него. Короче, веселуха. Так, скатился на нейтралке, короче. Все, ухайдокали тут этим маслом. Хочу посмотреть состояние свечей. А это надо снять вот эту байду. Так, помнишь, зимой позапрошлой, я на Кубани мог завести, потому что полные свечные колодцы были масла. Сейчас я разобрал, чтобы посмотреть, в каком состоянии тут свечные колодцы. Сальники менять или не менять? Сухо. Это очень хорошо. Это даже очень хорошо. Абсолютно сухо. Но свечки я все равно выкручу. Тут чуть-чуть есть. Ну, короче, следующим летом. Так, по порядочку буду их складывать. Следующим летом, короче, сальники свечных колодцев, не дожидаясь апокалипсиса, как говорится, будут поменены. Слушай, кайф. У меня просто вот вытаскиваешь свечку и такой бульк следом за свечой. Так, теперь надо мне свечник. Очень тяжело почему-то откручивается. Шланг был не одет до конца, а где-то вот до сюда был. И когда фильтр меняешь, он тебе прям мешает. Да и вообще это неправильно. Вот как здесь, видишь? Видишь расстояние какое? А у шланга есть такой буртик. И прям под буртик, видишь, хомут одет. Это что говорит? Что хомут рубит шланг об этот буртик. То есть надо одевать дальше. Намного дальше и свободно уже одевать этот хомут. Сейчас буду его, короче, это снимать. Свечку доставать могу только вот так. Ну, свечам хана, конечно. Свечи надо менять. Вот это вот кольцо говорит о том, что оно может тут искрить вот по этой штуке. Свечи очень в хорошем состоянии. То есть нагар абсолютно рабочий. Так, а что за свечи-то, блин? Линкс какой-то. Я первый раз вижу. У меня NGK обычно тут стояли. Постоят еще немножко. Либо оно уже давление, короче, как-то проникает, да, отсюда нагар идет. Либо оно тут реально просто искра уже тут херачит вовсю. Но состояние свечей мне нравится. Короче, некоторая странность. Вторую свечку, вот эту вот, я выкручивал прям до конца. То есть прям кое-как он с трубой прям выкручивал. Остальные все, видишь, от руки крутятся просто. Взял ключик из батиного набора с трещоткой.
У меня головка не магнитная, то есть, ну, не свечная. А тут магнитик есть. Свечи все, ну, в неплохом состоянии. Если только учитывать вот этот поясок. Вот этот. По которому, видишь, пробои уже гуляют. Отлично. В отличном состоянии. Катушки прибывают. Видишь, вот моя трещотка. Просто берешь флажок, двигаешь. А там такая кнопка, короче. Я вот пытался ей поддон закрутить. Тут еще, видишь, она нажимается, но тяжело. А эту продавить просто нереально. Палец уж, видал? Вмятина на пальце образовалась. Отмыл датчик распредвала. Масло аж по нему стекало. И тут тоже он. Герметоз. Все на герметике, понял? Но так как он был весь в масле, скорее всего, не помогло. Может быть, сейчас сниму, почищу, по новой на герметик посажу. Только по-человечески надо все обезжирить, а потом уже мазать тонким слоем герметика. И главное, дать выждать время, чтобы герметик прилип. 2 hours later. Отдел, короче, шланг. Видишь, где? У шланга этот расширение идет. То есть отдел до конца шланга и отдел хомут. Отдел датчик. Закрутил, короче. У датчиков этих интересная штука. Они одинаковые, но у распредвала вот эта пипка здесь, а у коленвала с другой стороны. Вон он, датчик коленвала стоит. Так, ставим, короче. Притуляем. Чик. Так, это все будет здесь. Поддон потек. Потек поддон. Просто херачит напропалую. Господи, какой ужас, а? Откуда? Вот откуда. С одного места, да? Представь сейчас его отдирать. Я его только приклеил. Вот. Здесь надо пожирнее намазать. Вот это трешак. 2 hours later. 7 час. Снова слили масло, короче. Обработали весь поддон, почистили, короче. Намазали еще раз. Прокладки же нет. Толстым слоем намазали. Прилепили, короче. Что, убираем? Да, убираем. В общем, прилепили. Половины резьбы нету. В общем, 8 болтов. 4 болта сквозные, 4 не сквозные, короче. Те, которые сквозные, на гайки посадили. Которые не сквозные, взяли болты чуть подлиннее, короче. На болт накручиваешь гайку, закручиваешь болт до конца. И гайкой уже поджимаешь только. Это вот масло, которое я слил. Вот свежее, видишь? Смотри. Видал, что? Просто слил, залил. Ой, в смысле, залил, слил. Видал? Оно не работало вообще. Зато оно черное, как черт. Ужас. Прокатишься 5 или как ты масло меняешь? И поменяю, да? И поменяешь. Вот тебе и экзист подбор деталей по машине. Просто дали какую-то левую прокладку абсолютно. Так, мы замазали поддон, прикрутили его с горем пополам. Поставил таймер на 2 часа, ждем, когда он засохнет. Честно говоря, я очень сомневаюсь, что при такой температуре что-то засохнет. Но будем надеяться, что я сегодня поеду домой таки. Время 8:30, часы неправильно идут. Я сбрасывал аккумулятор, чтобы потом заслонку не обучать. Снимал же всю эту заслонку, то все. Короче, последний раз намазали. И 2 часа, короче, ждали, пока засохнет. Потом только масло залили. Вот сейчас буквально масло залили. Посмотрел, не течет, короче. Надо будет завтра еще раз посмотреть. Под машиной будет пятно, нет.
Ну, это, короче, полный трэш. Просто. Я загуглила, что это за прокладка. Это прокладка от Renault и от Mitsubishi. Нормально? И там просто куча моделей. Это Renault и Mitsubishi. Nissan там в помине нет. Вот такие танцы с бубном нам пришлось исполнять, чтобы хоть как-то, блин, поставить машину на ход, блин. И еще тот, кто посворачивал все резьбы, короче, в блоке двигателя. Это вообще, это что за люди-то вообще? Ну, как? Я не знаю, они что, гайковертом это крутили? Там вот такие болтички, вот такусенькие. Короче, что я там только не делал. На 4 болта гайки накинул, ну, которые были, которые наружу выходили болты, на них гайки накинул, слава богу, додумался. С другими болтами, как только мы с батей не... Что только не делали, короче. Ты видел, да, вместо 2 болтов стояли саморезы, короче. Просто жесть. Если потечет, я не удивлюсь, короче. Но я сказал, батя, если не потечет, трогать не будем вообще, пускай так будет. А если потечет, закажу прокладку, перенарежем все резьбочки, короче, и сделаем по-человечески. У меня пока все на сегодня. Пилим домой, ошибка горит. Машина дергается при сбросе газа. Не знаю, что бы это значило. В общем, будем узнавать, сделаем диагностику, узнаем, что за дела, что ему надо. И будем искоренять эту хрень. Тебя люблю. Я уже ненавижу, ненавижу.